А вот такие у нас будут прыжки сегодня. Котики будут играть в сугробах. У них даже будет такой свой снежный дом. В общем, у нас неожиданно настала не просто настоящая зима, а такая открыточная зима. Снег шел всю ночь, потом весь день. Вот видите, мы изнутри, из дома сидим, смотрим на улицу, ничего не видно. Тем не менее, утреннюю кормежку лебедей и уток никто не отменял. Я сходил их покормил. Вот видите, пирс весь завален снегом. С той стороны не видно. Вот дом, там на крыше навалило. Тропинку пришлось пробивать буквально несколько раз. Мы сзади несколько раз вот проходились. А снега нападало около полуметра в некоторых местах. Ну, такой. При этом температура была не очень холодно, было где-то -1 в районе 0. То есть снег довольно мокрый. И первая пошла гулять Анфиса. Ну, она вышла и тут же спряталась под табуретку. Вот. Под крышу спряталась, потому что везде ей как минимум по пояс, а то и даже больше. Ну да. Анфисочка, как гулять-то будем? Вот, она долго сидела, думала, что делать дальше. А вот, в итоге она решила, нет, пойду-ка я лучше домой. Ну, потом в последний момент передумала. У нас, в принципе, крыша немножко свешивается. И, соответственно, около полуметра вокруг дома есть такого сухого пространства. И Анфиса пойдет гулять вокруг дома. Потом она забралась на крышу гаража. Ну, в общем, какое-то время она гуляла. Гуляла, но так, по-сухому. Вот она. Вот. Я подошел, думал, может ей открыть. Нет. Нет, она говорит, нет, я пойду пройдусь вокруг дома. Вот. Снега нападало на самом деле для вот горнолыжных дел просто великолепно. Они сделают хорошую подушку снежную. Это у нас 0, а на Герлицене, вот на другой стороне озера, наверху там на 2000 метрах, там соответственно -6-7. Вот. И там как раз этот снег очень-очень для горнолыжного сезона все отлично будет. И все это вместе совмещается с некоторыми ограничениями. Это второй год подряд идеальные условия для горных лыж. Но это у нас вышел Арчик. Арчик тоже вышел и тоже в некотором недоумении. А что же делать? А как же гулять? Вот. Как же в такую погоду маленькому котику гулять? Вот он смотрит, оценивает ситуацию. Вот. А я смотрю на него, думаю, они какой-нибудь сюжет мне сегодня сделают или не сделают. Сделают. Еще немножко осталось подождать и начнется. А для этого должна вернуться Анфиса, и они должны наконец пойти по тропинке. Вот. У нас прочищена тропинка, и они пошли по ней гулять. Вот так вот. А вот это куст. Вот слева это куст, который вы прекрасно помните. Он на всех, куст из травы, он на всех, так сказать, летних видео был такой, приметный. И вот вокруг этого куста будет все разворачиваться. Его Ирина в этом году не связывала, она чуть позже обычно его так завязывает и на зиму подстригает, завязывает. Вот. А в этом году он еще неожиданно, вот это похолодание со снегом, зима, как всегда, даже в Австрии зима тоже наступает неожиданно. Вот. Анфиска бегает, что-то суетится тут. Вот. И этот куст, он станет для них потом таким домиком для игры. Это заметил Анфиску. Анфиска, естественно, заметила его. Я надеялся, что пойдет по прямой. Нет, по прямой не пошла. Решила все-таки обойти. Я стою на террасе, наблюдаю, снимая все это. Кино такое получается, черно-белое. Вот. Сейчас она появится уже там, рядом с Арчиком. Вообще, вот снежные зимы, до этого несколько лет, вот сколько мы тут живем, особых снежных зим не было. Снежные, вот прошлая зима и эта зима, вот 2 зимы, похоже, намечаются такие снежные.
Вот меняется все-таки климат. И вот прошлая зима была довольно холодная, и это, похоже, тоже будет не теплая зима. Как вот большой привет Грете Тунберг. Ну, все, у них началось немножко, они решили побегать. Но при этом интересно, что вся беготня вот в этом туннеле. И вот смотрите, сейчас интересно. Анфисия вот раз, вот так, она запрыгнула в сугроб. На самом деле она нашла там отверстие вот возле этого куста и там спряталась. А вот сейчас начнется самое интересное у нас. Арчик ничего не подозревает. Сидит, что-то там нюхает. А Анфиса раз, и на него выпрыгнула из куста. Ну, да, все очень интересно, очень да, великолепно. Анфиска вообще, она очень такая креативная кошка. У нее в этом отношении, конечно, она соображает. Выдумщица, затейница. Вот так. Ну, вот этот прыжок, его надо будет обязательно повторить. Вот так вот. Прямо на сугроб. Прямо на сугроб. Ну, великолепно. Они подышали воздухом, поиграли. Пришли, вот увидите, они все, снег, естественно, налип, снег довольно мокрый. Вот, налипает сосульками, и долго им гулять, особо долго гулять не хочется. Анфисия, правда, потом вышла все-таки за территорию. Арчик даже не пошел за территорию. Арчик говорит, не, я дома лучше посижу. А Анфиса все-таки пошла за территорию, но там было практически негде гулять. На поле все засыпано, не пройдешь. Ну, вообще везде все засыпано. И она пробралась на соседнюю территорию, вот слева, на участок слева. Там тоже по самому участку не походишь, там походила вдоль домов. Ну, галочку поставила, что я вот сходила, прогулялась. Вот, и снег, с одной стороны, конечно, хорошо, интересно, с другой стороны, им не очень нравится пока. Ну, посмотрим, какая зима будет. Вот, смотрите, он обтрушенный такой. Вот. Сейчас осталось Анфисию еще загнать. Ну, а нам работа с лопатой. Брать и кидать и мне, и Андрею. Вот так, тоже пришла Снегурочка. А я решил посмотреть все-таки вот эти отверстия, где куст, откуда они выпрыгивали, куда запрыгивали. Вот смотрите, там куст, и снизу под ним есть пустое пространство. Ну, вот там они, собственно, и прыгали. Анфисия через одно отверстие забиралась внутрь, через другое на Арчика напрыгивала. Ну, очень интересно. А напишите в комментариях, какая зима у вас, есть ли снег, как вообще все у вас происходит, какая температура. А мы готовимся к Рождеству. Скоро меня спрашивали, будем ли ставить елку. Да, мы будем ставить елку, и я вам ее обязательно покажу. И все, пока-пока.